Звук разбившегося стакана пронзил воздух, погрузив Редвуд Теван в мертвую тишину. «Думаешь, можешь нас игнорировать?» — прорычал Брент Харрис, массивный мужчина с татуировками и цепями на кожаной куртке. Его 130 килограммов нависли над Софи Лангё, молодой официанткой, убирающей столы. Она была всего 16 лет, худенькая, с каштановыми волосами в хвосте и в поношенной форме бара. Брент сжал ее запястье, оставив синяки, а вокруг собралась его банда. Софи молча опустила глаза, но ее тело и взгляд скрывали нечто большее, скрытую уверенность и опыт. Через несколько минут ситуация изменилась. Харрис оказался на коленях, смиренно прося о пощаде, которую его предки отказали миллионам. Бар замер в ожидании. Несколько байкеров, железные волки, въехали на мотоциклах. Рев их двигателей оглушил всех посетителей рядом с военной базой Форт Гринвуд. Их репутация предшествовала им. Предыдущие заведения, отказавшиеся от их услуг, горели, а владельцы заканчивали в больнице. Софи наблюдала за их входом, спокойно складывая салфетки. Каждое движение было точным, выверенным, почти военным. Брент вошел в бар, расправив плечи, его татуировки блестели в свете ламп. За ним выстроились его подручные, создавая контроль над пространством. Но Софи мгновенно заметила слабости в расстановке. Она помнила все уроки прошлого. Годы службы, боевой опыт, умение обезвредить противника. Один из байкеров дерзко тронул ее плечо, но Софи лишь тихо кивнула, продолжая свою работу. Харрис подошел ближе, угрожая, требуя денег за охрану заведения. Его дыхание пахло пивом и ненавистью, но в ее глазах что-то пробудилось. Опыт солдата, который она никогда не скрывала полностью. «Ты хочешь знать о моем месте?» – прошептала она, делая шаг вперед. «Я была на передовой в боевых операциях, где выживание зависело от точного расчета и мгновенных решений». Ее голос был спокоен, но полон силы. Харрис на мгновение замер, впервые увидев в ней противника, а не жертву. Софи знала, что любое движение должно быть точным. Она вытащила маленький военный жетон, напоминание о прошлом. В этот момент дверь бара открылась, и вошли трое мужчин, обычная одежда, но строгий, профессиональный взгляд. Это были ее друзья, которые знали, как защитить заведение от угрозы. Брент понял, что контроль утрачивается. Софи не просто официантка. Она воительница, закаленная опытом, с хладнокровием и решимостью, которые заставили его и его банду отступить. Атмосфера в баре изменилась. Ветераны заметили перемену, напряжение спало, а Софи оставалась спокойной, но властной. Ее сила заключалась в уверенности, знании, что она способна защитить себя и других. И в этот вечер в Редвуд Теван маленькая официантка показала, что опыт, смелость и хладнокровие сильнее грубой силы и угроз.